Привет! Давайте разберем тему перевозки багажа. Какие кофры поставить на ваш Тур-Эндуро и чем они отличаются? На моем прошлом 1200-м гусе стояли стоковые раскладные Vario кофры, и мне казалось, что это очень удобно, ведь ты его можешь легко отстегнуть. И поначалу, когда я ездил с дома на работу, с работы домой, это все работало хорошо. Но на практике оказалось все немного иначе, и выяснилось это в трехдневной поездке по Латвии. Но об этом чуть позже. Давайте вначале разберем, какие варианты существуют для перевозки своего багажа на туристических эндуро-мотоциклах. Для перевозки багажа есть три варианта. Это жесткие кофры, рамные сумки и вариант номер 3 – это безрамные сумки. Жесткие кофры. Например, у BMW есть алюминиевые и раскладные пластиковые. Чем хороши всеми любимые алюминиевые кофры? Во-первых, они надежные. Если мотоцикл падает на бок, можно отделаться только царапинами, вмятинами, то есть ему ничего не будет. Также сохранно содержимое. Отмечается очень хорошая пыль и влагозащита, ведь алюминиевый кофр сделан герметично и очень хорошо защищает от воды и от мелкой пыли. Есть еще Vario кофры. Главный минус Vario кофра, он не считается таким надежным, потому что он выполнен из пластика. И если мотоцикл падает, то пластик, скорее всего, дает трещину. И восстановить его невозможно, и вы попадаете на покупку нового кофра. Второй отрицательный момент раскладного Vario кофра в том, что со временем детали изнашиваются, и кофр начинает пропускать влагу, воду. Vario кофр очень удобный, но пока не начинаешь путешествовать. Когда мы поехали в поездку, все наши вещи очень хорошо влезли. Но новые покупки нам уже складывать было некуда. А еще оказалось, что таскать эти Vario кофры в номер, как я себе представлял, совсем неудобно. Итак, подытожим. Алюминиевые кофры надежнее, прочнее. Vario кофры компактные, раскладывающиеся, но менее надежные и могут сломаться при падении. Итак, основные плюсы этих сумок – это полная герметичность, влагозащита, пылезащита. Они не подвержены деформациям, то есть они мягкие, при падении с ними ничего не случается. На таких сумках обычно делают моль для крепления, то есть можно повесить дополнительные сумки, как у меня здесь, в которые можно положить дождевики, ремкомплекты, инструменты и прочие нужные вещи, но чтобы они были отдельно и не занимали основное место в сумке. Также я считаю, что они немного вместительнее, чем жесткие кофры, и можно впихнуть дополнительный объем вещей. Да, сумка будет не такая форменная, больше выпуклая, но тем не менее вы перевезете все свои вещи. Из минусов рамных сумок могу отметить, что они достаточно тяжелые. Они абсолютно по весу не уступают кофрам, точно такие же тяжелые, потому что рама металлическая. Вторым минусом можно отметить способ закрывания, как у меня, с замком. Ну, тоже такое себе. Я не могу сказать, что на жестких кофрах замок более надежный, но он во всяком случае удобный. Ты закрыл, ключ повернул. А какие кофры используете вы? Напишите в комментариях, обсудим. И третий вариант – безрамные сумки. Например, такие сумки делает компания Mosco Moto. Они сконцентрированы именно на безрамных сумках, которые устанавливаются практически на любой мотоцикл, крепятся с помощью строп, ремней и надежно фиксируются на мотоцикле. Основными достоинствами безрамных сумок – это их вес, они достаточно легкие, так же как и рамные сумки, они полностью герметичны. То есть, если коротко, безрамные сумки – это такой апгрейд в сторону универсальности. Вы можете сами решить, какого объема и типа сумка вам нужна, в то время как рамные сумки или жесткие кофры делают, чтобы она крепилась на раму. Почему я выбрал именно сумки, а не жесткий алюминиевый кофр, например? Я купил жирного гуся, но у него не было кофров. Я всерьез рассматривал стоковые алюминиевые кофры. Стоимость была в районе 1800 евро за комплект, то есть это два боковых кофра и верхний. И в какой-то момент я наткнулся на видеообзор вот этих вот рамных сумок, и цена была один в один. Но с этими сумками шли уже и внутренние сумки, и это оказалось очень практично. То есть я открываю эту сумку, достаю оттуда внутреннюю сумку, вешаю на плечо и иду в номер. То есть как будто бы со спортивной сумкой иду. Вот это решение реально классное. И плюс у вещей дополнительная защита от влаги и воды. То есть это стопроцентный вариант. Вещи останутся точно чистыми и сухими.
Что касается верхнего кофра, если стоковый алюминиевый BMW-шный кофр объемом примерно 32 литра, то Lowrider делает 52-литровые кейсы. Кейс поменьше 42 литра. Это обалденно, потому что в верхний кофр тогда влезает 2 шлема. В комплекте с этим кофром шла сеточка на верхнюю крышку для вещей, лампа, подсветка, чтобы в темное время видеть свои вещи. Также он обвешен в стоке уже молли-рамками, на которые можно повесить дополнительные сумки. Он быстросъемный, крепится точно так же, как стоковый. Внутренняя водонепроницаемая подкладка. Но и в целом могу сказать, что мне симпатизирует этот производитель, потому что они делают не только сумки, но и мотопалатки. Я, кстати, одну такую приобрел уже. Если интересно, пишите, могу снять обзор. Сумки фирмы Moscow Moto я тоже рассматривал, но основополагающим стало то, что они не делают верхних кофров жестких. Итак, какие же кофры я мог бы посоветовать? Тут все зависит от ваших привычек и предпочтений. Если вы ездите только по асфальту или незначительно по бездорожью, то выбирайте жесткие кофры. Это удобнее, надежнее. Если большую часть вы проводите на бездорожье, то, конечно же, выбирайте мягкие сумки. В общем, все зависит от того, куда и как вы ездите.